Это что, Play Melody в зомби, я продолжаю проходить игру Зайчик. Мама докричала до меня только с третьего раза. Антон, тебя к телефону. Девочка какая-то. Девочка. Помидание протрезвев, я метнулся в коридор. Не споткнись, смотри. Я схватил трубку и прожал в груди многозначительно, глядя на маму. Но она лишь пожала плечами и удивилась в комнату. На ходу собралась разбросанные Олины игрушки. Алло? У твоей мамы такой молодой голос. А, ну да, она сама молодая. Не мешаю? Нет, что ты. Знала бы она, как дорого мне может обойтись этот разговор и в чем я рискую, просто отвечая на звонок. На тумбочке лежали карандаш и потрепанный блокнот. Я взял их и принялся водить грифелем по бумаге и рисуя хаотичные завитки, так и норовящие соединяться в дурацкие сердечки. Я прочла твои ответы. А тебе действительно Кармен нравится? Мне, если по правде, русский рок больше нравится. Но я почему-то постеснялся это написать. А хочешь, Антоша, и я честной буду? Конечно. Карандаш вывел женский профиль, глаз, длинные ресницы. Полина сказала полушепотом, наверное, чтобы дедушка не услышал. Мне здесь ужасно тоскливо. Дома? В поселке. Здесь никогда и ничего не происходит. А если происходит, то всякая гадость. И дело даже не в пропавших детях. Здесь музыки мало. Но у тебя же кассеты есть. Я не про записи. Я про, голос этого места. Он не мелодичный. Все шуршит, как патефонная игла, скрипит, воет изредка. Тут неуютно, тесно очень. Не знаю, как объяснить тебе. Гриффин набросал дом, окруженный высокими деревьями. Кажется, я тебя понимаю. Моя сестренка говорит, что чувствует себя заточенной в темницу. Вот и я. Я очень люблю дедушку. И бросить его боюсь. Но порой так хочется убежать. Далеко-далеко. В лес, подумал я, отчужденно малюя хвойные лапы, убежать в лес, чтобы снежки падали на шерсть и ветви закрыли от посторонних глаз.
Я, когда рисую, будто путешествую. У меня так со скрипкой. Убегаю по смычку в небо. Я осознал, что рисую нож, бабочку зачеркнул. Вспоминание о Ромке испортило настроение. Сказать ей, передумать, что он замыслил. Сорвать его планы, охмурить Полину. А как же команда Вольтрона? Все такие они были какими никакими, но моими приятелями. И как бы я стал, предав их. Вот это, конечно, вопрос. Но можно сделать по-другому. Вот это можно сделать. Ну, блин, вот это жопа. Ой, я не знаю, как там. Сейчас, минуту, подождите. Подождите, пожалуйста.
Ладно, выбираем. Полину выбираем. Полина? Да? Я хочу тебе кое в чем признаться. Ромка попросил меня об одной услуге. Слова взяли во рту. Слова взяли во рту. Ускользали. Вот напряжение стал накручивать завиткой провод на палец. Алло, Антош, я тебя плохо слышу. Я громко выдохнул. Ромка сделал из меня маньяка. В трубке повисло гуще молчание. Что? Он попросил меня напасть на тебя. Как будто я какой-то монстр. А он бы тут же объявился и героически тебя спас. Алло, Полин? Она молчала так, что я подул в трубку. И ты согласился? Ее голос стал серьезно, более жестким. Нет, как ты могла подумать? Я ведь сказал тебе правду. Я видел... ладно. А Ромка с Бяшей, после такого они мне больше не товарищи. Ах, Антон, спасибо. Я так рада, что ты со мной. Сердце заколотилось. Быстрее волнение потеряли Полину. Передало эстафету трепету встречи. Понимаю, как тебе было нелегко рассказать такое. Муза. Вы смогли покинуть френд-зону. Слушай, дедушка всегда говорил, что музыка лечит душу. Угу. Хочешь, я тебе сыграю? Где? В школе? Нет же, после школы. Придешь завтра ко мне в гости? Не веря вы услышанное, я обронил карандаш. И когда бросил когда я бросился вытягивать его из-под тумбочки, что-то есть силы стиснул меня в нем лоб. Конечно, почему бы и нет? Тогда завтра после уроков, хорошо? На макушке медленно надувалась шишка, и я ее почти не чувствовал. Не давая ответить, раздел деревянный звонок. Чё? Мой блуждающий взгляд тыкнулся в дверь. Это Ромка с Бяжей пришли репетировать, а я должен помочь им увести девочку, которая мне нравится. Придется сделать вид, что я с ними ради Полины. Полин, подожди минутку. Сделал пару шагов и прижался к дверному полотну. Посмотреть. Горящая снаружи лампочка озаряла кольцо и в замешающем глазке различалось две невысоких темных силуэта. Явились и не запылились. Подождите, я сейчас! Вернувшись к телефону, я поднял трубку. Мне надо бежать. Мне тоже. Спасибо, что выслушал. Утки завывали
брели в ухо. Опустил трубы на рычаг и покатился на лестницу. Мама увлечена сериалом и не заметила трель. Не заметила трель. Никого не предупредил, натянул обувь и шапку, а затем выскользнул в темноту зимнего вечера. Ветер защипал щеки и помогал прикрывать к сумеркам. Вот лес тянул холод и смоглился запах хвои, а где-то в поле встречал мороз. Впереди у калитки маячили две тени, лишь рост позволял распознать в них моих одноклассников. Направлялся к забору, слушая вой ветра и в ушах монотонный скрип под подошвами. Одна из фигур швырнулась, плавно устремилась к чащобе, будто конь-бежец по льду. Я заметил шаг, склонился очков, но старался вытеснить из мрака хоть какие-то детали. Тревога опустилась на плечи, как невесомая снежинка. В животное закопошилась проснувшаяся змея, стало тошно. Подумала о доме, о хлипкой крепости позади. Мама и Оля сидят в тепле перед телевизором в штормом этажа, как на втором этаже, и непринужденным следить за подходящим героем Санта-Барбары. Совсем мне не хотелось участвовать в ромких постановках. И еще сильнее не хотелось идти туда, где в синем метро колыхаться раздвоение тени. Что, да, реально. Мы тут замерзли совсем. Голос Бяши буквально дрожал, нетерпимо Ромка опускал клубки пара, тем у темных сосен, такой влюбленный и задумчивый. До костей продрогли. Шевелись! Да иду. Я глубоко вдохнул и пошел пиная сугробы. Бяша замер лицом к тайге. До него было рукой подать, и зачем похожим озябшую кисть ему на плечо, наверное, убедиться, что это все не сон. Ух ты, блин! В моей стороне затрещал острый клюв со всех сторон. Усеянный мохнатый с перьями, из которых складывалась морды совы. Нечто в птичьей маске таращится на меня. До самых косточек. Голос был точь у Бяши, но за перьями из картона таили некто иной. Я ревнул прочь, словно меня стегнул нагайкой. Чувство маски лишь превратился Бяшей, чтобы выматывать меня. Я бежал со всех ног, утопая в снегу. То впереди стремительно увеличилось.
Желтый свет в окнах дарил надежду. А там мама, сестра, спасение. За спиной было тихо, как будто никто не гнал за мной. Может, поэтому, что совы умеют летать. Я карабкал в сапог к лицу, как вдруг краем глаза заметил еще одну фигуру. Вызраченный волчок выполз из угольной тени дома. Преградил путь. Он двигался дёрганно, хаотично, словно прятал какой-то жуткий танец. Или, кажется, корчился при парке. И пускай отчаянно видя, что волчья морда обыкновенная маска, что-то в судорогах обороня заставило меня окончательно лежащий потрепанный боком столб крыльца и припав четвертинки. Выгнулся так, что позвоночки должны быть хрустеть. Глаза оборонили, засверкали, но зверь не нападал. Он позвал вокруг потрусил через эти конечности. От весенней челюсти я перебегал ногами, пытался удержать его возле зрения. Из-под прозрей маски осучал жидкостающие капли, падая на доски. Слюна, догадался я. Какая-то сила толкнула в спину, шепнула: «Спасайся!» Штакетни забора заметил. Как заметил Тейшели. И снова бежал в обратную сторону, зубчастую, пахнущую хвоей, кроме леса. Ударил лицо отмеряли время. Волчок позади будто забыл человеческую речь, рычал. Первая нога застряла в припорошенной лунке. Я вынудил ее четхаусных и тут же рухнул в землю. Подо мной заструмился зубчащие снега, мешая подняться, уперлся во что-то-нибудь. Но какая жажда жизни буквально вырвалась меня из ловушки. Тьма покрывала всю ближе, напоминая едкий дым. Погребальный костром. И я снова побежал, вдыхая колющий воздух. Волосы развивались на ветру. Падая, обронил шапкой уши запекало от лютого мороза. По классам я вез замок от пот. Боль наконец закончилась. Понимаю, что было не лучшее решение мчаться в лес. Я юркнул за деревьями. Меня
остановиться, бежал, прикрывался ладонью лицо, чтобы в случае стук не слепил глаза. Ведь были по одежда кололи кожу, как мясники, смеющие скотину прямиком к мясоруб. Увез выбывшийся из почвы корней, превратив Я врезался в шершавый столб, вполз к самому его основанию и паникой оглянулся. Ух, какой ты быстрый. Первым желанием было кинуться к ней и обнять ее. Но я поборол себя и плотно притянулся к сосне. Что ты здесь делаешь? Да вот. Она подтянула мне потерянную шапку. В бюро находок подрабатываю. Надевай, а то уши замерзнут, а потом, глядишь, и вовсе отвалятся. Она хихикнула. Я подозрительно осмотрел то на нее, то шапку, будто боялась, что в руке Алисы оказалось что-то вроде отрубленной головы или страшнее. Но шапка была простой шапкой. Конечно, взять. Я забрал ее, накнул самые на брови. Тепло? Нет, я не ответил. Там во дворе были какие-то дети. И что, покусали тебя, что ли? Нет. А чего же ты убежал? Ответ был очевиден, но я покатав мысли на языке, лишь пробурчал. Не знаю. Обещала не обзывать тебя дурачком. А я обещание исполняю. Она подошла вплотную и взяла под локоть. Я почувствовала запах мяты, апельсинов и согревающих бенгальских огней. Захотелось наклониться к Алисе, чтобы расправить все тонкости ароматов. Сколько можно повторять? Со мной ты в безопасности. Я твой друг. И они. Кто они? Я быстро обернулся туда, куда показывается лисичка. На краю опушки появились дети в масках, на крайней мере все они были небольшого роста. Волчонок, сова, медвежонок. Они фыркали и выздыхали, явно утомившись от бега. Я думала, ты в снег провалился. Стало снеговать, нет тебя. А я не копал, лень копать было. А ну как получается? Если дурак, то бегай да копай. А если умный, подожди, пока другие набегаются, накопаются и устанут. И уж тогда заводи разговор. Как я рад!
Дегенерат! Чё? Дегенерат? А? А? Что? Не обращай внимания, он со странностями. Я понял, что стою с закрытым ртом, бессмысленно опущенными руками. Не знаю, как реагировать на слова чего? На слова познанных гостей я все-таки выдал подобные улыбки. Вы просто меня напугали. Они начали переглядываться, а как-то даже фыркнули, словно услышали шутку. Да, лиса права! Это он. Нет, это наш! Что? Что наш? Неужели нашли? Наш зайчик. Зайчик, блин. Да, похож. Что такое? Взбешившийся от радости волчат начали махать частью костюма, словно хвостом. Первый? Ну, конечно, ты первый. Это волчик раньше всех почуял зайчика в тебе и рассказал нам. Здравствуй. С нашей совушкой ты знаком не понаслышке. Не такая уж она и страшная, правда? Да, наверное. Чили-бугай, медвежутка. Угу. Ты лучше с ним поласкавее, а то голову откусит. Зачем это? Да, смотрю, ты чувство юмора где-то обронил. Все сомневаюсь в беглых намерениях придучивых зверят. Я прятал в руки за спиной, стараясь при этом не смотреть на зияющих дыры карнавальных масок вместе глаз. Алис наигранно подбочилась и как-то ухитрилась подмигать своей рыжей личностью. Когда в следующий раз придем, будем звенеть в колокольчики, чтобы ты не так боялся нашего визита. А у нас разве есть колокольчики? Чур, я звенеть не буду. У меня лапка болит. Моя улыбка стала настоящей. О, зубы показал. Это добрый знак. Не ожидала, что сможем тебя рассмешить. Я думала, это под силу только Диснейленду. Откуда ты знаешь? Да так, прочитала кое-где. Где прочитала? Про меня? Про клюв от воробья. Про Диснейленд, яхонтовый. Ты умеешь читать по-человечески? Зря я, что ли, в школу хожу день ото дня. И она кокетливо запела, ну правильно. Как детей не замечать, как мечты их развенчать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко вломить, с детства слабеньких чморить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Новые знакомые уже не отпугивали, а против привлекали. Было в них что-то
что-то особенное. И в этой опушке, и в луне, и в снежках, которые почему-то падали, наоборот, с земли в темное небо, как на прокрученной задом наперед пленке. Дети в маске приближались, и я осучил прикосновение. Они хапали, дружески трогали мою одежду, словно проверяли, что я настоящий. В их прикосновениях было звериной злостью, лишь чистую незамутненное любопытство ребенка. И почему-то сказала про себя. И можно доверять. Снежки все планировали высел. Чё? Никто тебя больше не обидит. Драк, Драх. пусть только попробуют. Лиса тихонько пыхнула меня в плечо и рассмеялась. Ну что, Тоша, убежишь с воплями или с нами пойдешь? Куда? На аттракционы! В эту секунду далекий звук флейты нарушил обманчивую тишину тайги. Прекрасный, таинственный, он вызвал в памяти звон хрустая и звучащий студенчего ручья. Студенчного ручья, блин. Если какие-то сомнения оставались, то песня флейте развеяла их. Я пошел с новыми друзьями, прежде чем принял решение. Многие сами приступали в образование соснами, туннелями, раздвигались кусты, клонились перед нашей прогрессией. Все это напоминало сон. Ведь даже поляну, которую мы выбрались, она видел во сне. Флейта, как чудесная птица, парила где-то то высоко между темных крон. Снежки влетали, закручивались спиралью. Луна окрашивала ветви серебряный цвет. Алиса зачарованно ахнула, и я разделял ее восторг. Задрав голову, смотрел вверх. Очень красиво. Молчу, удобно, забыл. Это мелочи. Я покажу гораздо больше, если захочешь. А я хотела, как сильно захотел увидеть что-то. Видела лисичка своим спрятанными полутами. Чего? Полутными капюшонами глазами.
Теперь я Теперь я смущало не то, что дети носили маски, а то, что без маски был я. Точно голый на январском ветру. Блин. Скажите, а зачем вам маски? Я боялся, хотя меня трясло. Дрожь была не от холода, а от странного влияния, предвкушения чего-то невероятного. А тебе зачем? Я дотронулся до прохладной щеки. Но я без маски. Обожаю человеческие сказки. Человеческие ласки? Человеческие дрязги. Я же говорила, все жители поселка носят маски. Только скрываются за ними отнюдь не люди. И даже я? Ты такой рассеянный, Антон. Однажды мы уже нашли твои очки. И шапку. И твое настоящее лицо. Мое настоящее лицо это. Я увидел маску, которую лиса мне протягивала. Ту самую маску зайчика, похожую на серебряный листок в лунном свете. Любопытно стало, как изменится мир, если взглянуть сквозь прорези. Конечно, тут только один выбор взять. Вов вдруг с трудом просочился сквозь мелодии флейты, меня посетили озарение. Очки, которые они нашли, были у Семёна. Мои новые знакомые наверняка знали, что с ними произошло. Или хуже. А куда подевался Семен? Что с ним стало? И с остальными детьми? Медвежок и сова переглянулись. Волчонок сжал комочек, и лисичка чуть не опустила острый носик маски. Тот, кого держали В клетке. Тот, кто режет мелко-мелко. Тот, кто носит кожаное лицо, забрал их. Умел бы я креститься, перекрестился бы. Хотите сказать, это был человек? Чем ты только слушал? Разве можно назвать такого, как он, человеком? Одно слово. Взрослый. Ой. в мире взрослых так легко потеряться. Убийцы, жестокие дрессировщики и равнодушные родители. Лучше об этом вовсе не думать, чтобы не грустить. Не знаю, как вы, а мне печалиться совсем не хочется. И я сегодня какой-то негрустный. Антон, а ты? А? Я задумался, глядя в лес, пытался определить, куда доносится звук флейты. Я был уверен, что музыкант стоит прямо за частоколом сосен. Очень высокий, перебирающий длинный пальцем дырочки в корпусе флейты. Так что, сядем тосковать или займемся отдыхом? Алиса хотела что-то показать. Давай начнем с самой сладкой части программы.
Что это было? Лисичка извлекла из карманов горсти конфет и вручила по очереди всем детям. Зашуршали фантики. Тут же запахло ананасом, какао и дыной. Блин. Последнюю конфету, вафельную мою любимую, Алиса вложила мне прямо в рот. Язык обволоколо пряночную. Блин. Казалось, что мое тело покрылось шерстью, по которой побрегло яркие искры. Замешкала кав. Я прожевал вафли и шоколад. Проглотил, наслаждался вкусом. Спасибо. Маску сейчас отидет. Благодарен выше глуховатой, потому что губы мои уже касались маски. Я не заметил, как поднес ее к лицу. От папие маще исходило тепло. Маски лынула в кожу и приятно пощипывала. Так я вернул после зимней прогулки в горячую ванну и лежал, мурчал от пенной воды. Говорила же, это твое! Мое. Чего стоим? За нас веселиться никто не будет. Мелодия кружилась по поляне, как вихрь. Не торопилась выпускать из ту энергию, тот жар, который меня наполняла чарующая музыка. Сова прыгнула и исчезла высоко вверху. Над головой раздела ее смех, а потом приземлилась на обратно ферча я отдувалась. И ты так можешь. Попробуй. Ноги оттолкнулись от земли, и я весь взлетел ракетно, как звездам, и закричал от счастья, увидел своих друзей внизу. Ветер помогал мне летать, словно, как сказать, громадом батуте. Ложки. Звезды казались яркими блесками, до которых можно дотянуться, языком лизнуть. Луна стала ближе, а потом я полетел вниз. Лишь мгновение испугался, что сломал ноги, подошли твердые, встал на снег. С нами ты в безопасности! И все твои мечты станут явью! Я так счастлива наконец обрести тебя! Зайчик! Смеялся от восторга и понял, что главное, эти четверо не причинят мне вреда. Настоящие враги чувствовал каждой
частинку своей маски те, кто далек от волшебства. Люди поселка. О, чтоб он чувствовал все вокруг, что по-настоящему живое. Услышал, как стонет по снегу сухая трава, увидел, что у деревьев звезды лица деревья ухмылялись, а звезды крутились в страхе. Корчились в страхе, блин. Ой, правильно боится. Да, я допрыгну до вас. И щелкнул зубами и затем закрыл ликающий и прыгнул одновременно с лисой. Мы полетели выше самых высоких сосен и застрянул в воздухе. Закружился лиса, закрутился и в такт. Я знал, что она улыбается и улыбалась сам. На флейте все играл, а флейта все играла, унес нас ввысь. Ты чё, опять в облаках витаешь? Так, ну тут скоро остановлюсь, скоро. С вами полетаешь. Сосну подумал, я откликовал под родок партии. Мышцы слегка ныли, но это было приятное чувство. Все, от чего вновь слонялась по классу, передавали друг другу записки, шушукались, и их физиономии казались выцветными масками, блесками и скучными. Я зевнул и вспомнил, как парил высоко над лесом, а рядом смеялась Алиса и крепко сжимала мою ладонь. Возможно, почти наверняка это был сон. Поэтому что из лесу возвращаться, проснулся дома в кровати обыкновенному утром с чаем и таблетками. Но меня мало тревожило разумное объяснение ночного танца. Куда важно было чувство полета. Знание о том, что какого висит над пиками величественных сосен и скачелечек на луну. Ну чего? Чё? Пока ты носом клевал, Катька пропала. Сон как рукой сняло, недоверчиво махнулась. Как правильно? Так, тут надо читать. Так. Внимание. Пропал ребенок. Смирнова Катя, 12 лет. Смирнова Катя, 12 лет. Ученица 6 В класса. В последний раз Катю видели днем 16 января на школьном дворе. Периметр рост 155. Глаза зеленые, волосы светло-русые, худощего телосложения.
Была одета в куртке с капюшоном в меху. Взяла вяжущую шапку с помпом, белым шарфом и перчатками. Особые приметы: носит резинку для волос в виде земляники. Всем, кто поможет сообщить информацию, местонахождение Кати, просьба звонить 367-22 или 02 милиция. 316-77 мама Кати. Ну, можно остановиться. Эпизод 6 или какой там. Бьем копытом озим. Можно это пока остановиться. Эх. Так, остановиться. Ой, сейчас. Ну, это можно остановиться. Ну, это видео не сегодня выйдет. Ну, или сегодня. Нет. Если сегодня это может не выйти. Или когда число? Какое сегодня число у меня? Сейчас посмотрю, какое число там. 5 декабря. Сейчас 5. Выйдет это видео 6 декабря. Выйдет. Конечно, если буду редко снимать, ну, буду пытаться. Ну, буду редко снимать. Что сказать? Отписывайтесь. Почему вы отписываетесь на мой канал? Я как стараюсь. Не так. Одного человека уже нет, с мной дружил. Что снайперы снимали. Выживание в Майнкрафте на Java. Если видео вам понравилось, пишите комментарии. Ставьте лайки. Не забывайте ставить колокольчик. Не пропускайте продолжение игры Зайчик. Ну, колокольчики, что там, что сказал. Вступайте в мой Discord сервер. Добавляйте меня. Вступайте в мой канал в Телеграме. Добавляйте друзья в Дискорде. Хочу достигнуть 10 тысяч подписчиков. И вряд ли это, если получится. Сказал, что редко буду снимать. Достигну 10 подписчиков. Я стараюсь как могу. Пожалуйста. Или на стриме донать, если хотите. Ну, игровой компьютер. И всем пока. Ну, редко буду снимать. И всем пока, ребята.